Меня зовут Янина, я из Полтавы, Украина. Являюсь лидером сообщества людей, употребляющих наркотики в Полтавском регионе. Сама являюсь участницей программы заместительной терапии, и мой путь в активизм изначально исходил в отстаивании своих личных интересов, себя и своего мужа. Со временем другие участники программы заместительной терапии стали обращаться ко мне за помощью, и я поняла, что я могу помогать другим людям, но не только себе. В Полтаве я являюсь параюристкой. Я прошла обучение на уличных юристах для того, чтобы помогать наркозависимым людям отстаивать свои права и восстанавливать права там, где они нарушены. В начале 2020 года меня пригласила Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики, в тюремный проект. Я с радостью согласилась, потому что понимаю, сколько наркозависимых людей без нашего внимания находятся в местах лишения свободы и нуждаются в нашей помощи и поддержке. В тюремном проекте мы опрашиваем людей, находящихся в местах лишения свободы, наркозависимых людей, о их доступе до медицинских услуг, в том числе до заместительной терапии, до антиретровирусной терапии, до лечения вирусного гепатита С в местах лишения свободы, а также собираем кейсы по нарушению прав наркозависимых людей в местах лишения свободы до доступа к медицинским услугам, в том числе связанные с пандемией COVID-19. Я хочу рассказать о кейсе, в котором главный герой Игорь. Игорь, ему 45 лет, он наркозависим, он ВИЧ-позитивен. Стоял на момент обращения к нам за помощью, он стоял на программе ЗПТ, заместительной терапии. За помощью к нам обратился его друг по просьбе его мамы, по той причине, что в тот период времени он находился в Полтавском СИЗО. Главная просьба состояла в том, чтобы его обеспечили программой заместительной терапии в местах содержания под арестом. Несмотря на то, что в Украине есть договоренность между медучреждениями и пенитенциарной службой о том, что каждый участник заместительной терапии должен пройти детоксикацию, длительную детоксикацию в зависимости от его дозировки, на самом деле возят не больше 10 дней на программу. И учитывая, что у Игоря была высокая дозировка, он принимал 180 миллиграмм метадона ежедневно, сделать детокс такой дозировки даже за 10 дней было практически невозможно. Чем больше Игорь требовал в СИЗО, заручаясь нашей поддержкой, он писал всякие заявления, жалобы, тем больше в учреждении его щемили. Если до этого его возили в программу ЗПТ каждый день, после первого нашего заявления его стали возить через день, через 2 на 3-й день. Человек реально чувствовал себя все хуже и хуже. При этом его всячески манипулировали его состоянием, учитывая, что у него низкое количество CD4 клеток, его всячески шантажом пытались отобрать у него, мало того, что заместительную терапию, в общем-то, давали, как хотелось им, пытались еще и антиретровирусной терапией как-то шантажировать. В итоге пришлось подключить к этому делу нашего регионального координатора, уполномоченного по Верховной Раде Украины по правам человека, которая была с мониторинговым визитом в СИЗО. Она встречалась с Игорем, Игорь писал ей жалобу. По рекомендациям, которые дала региональный координатор уполномоченного, мы составили алгоритм действий, в том числе обеспечили его бесплатным адвокатом, которая собрала все материалы и нужные справки и смогла добиться в судебном порядке изменения
содержание под стражей на домашний арест по той причине, что следствие будет длиться не менее 1,5, а то и 2 лет, потому что там много эпизодов. И по состоянию его здоровья, которое, в общем-то, и ухудшилось как раз-таки в СИЗО, потому что получилась у него стоп-терапия, антиретровирусная терапия, плюс абстиненция, он был в ужасном состоянии, и таким образом в суде удалось нам изменить на домашний арест и из СИЗО его вытянуть. В Украине очень много людей, наркозависимых людей, находятся в местах лишения свободы. Очень важно понимать, что это не какая-то черная дыра, СИЗО или колония, что это место, где человек находится временно, и лишать его прав, которые прописаны главным законом Украины, Конституцией Украины, никто не имеет права.